Здравствуйте, друзья! Привет вам! В этом видео, в этом уроке мы снова поговорим про отношения. Но сегодня мы поговорим про то, как заканчиваются отношения. Да, это очень грустный топик. И у меня опять есть для вас 10 слов, 10 разговорных фраз и слов, которые мы используем в жизни каждый день. Вася был парнем Маши. Маша была девушкой Васи. У них были отношения. Они были парнем и девушкой. В таких случаях мы говорим встречаться. Они встречались. Вася встречался с Машей, а Маша встречалась с Васей. Отлично, они встречались. Вау! То есть встречались означает быть вместе, быть в отношениях, но не быть мужем и женой. Окей. Хорошо. Дальше. Вася очень любил играть в компьютерные игры. Вася был задрот. Это ужасное слово, но очень популярное. Вася задрот. Вася каждый день сидит и играет в доту. Да, в доту. О боже. И, конечно, Маше это не нравится. Маше это не нравится. И поэтому они часто ссорились. Да? Ссориться. Они ссорились. Почему они ссорились? Почему Маша ссорилась с Васей? Потому что Вася любил играть в компьютерные игры. О, да, это не самое интеллектуальное занятие. Конечно. Итак, они ссорились, они часто ссорились. Но Маша очень любила Васю, поэтому они мирились. Они ссорились. Вася, хватит играть в компьютерные игры! Вася, хватит сидеть за компьютером! Но потом они мирились, да? То есть мир, между ними наступал мир, да? Следующее слово мириться. Номер 4, мириться. Вася мирился с Машей, а Маша мирилась с Васей. Например, ладно, Вася, извини, что я так грубо тебе что-то сказала. Иди сюда, давай помиримся. Я не хочу быть с тобой в ссоре. Я не хочу быть в ссоре с тобой. Я хочу с тобой помириться. Иди сюда, Вася. Окей. То есть они ссорились и мирились. Ссорились и мирились. Но однажды они поругались. О, божечки-кошечки. Они поругались. Что значит поругались? Значит, Вася ругал Машу, а Маша ругала Васю. Они поругались, да? Они долго ругались и поругались. То есть поругались, значит,
они перестали общаться на какое-то время. То есть они поссорились, но они поссорились очень серьезно. Очень серьезно поссориться — это поругаться. А почему? Почему они поругались? Что случилось? А случилось вот что. Вася изменил Маше. Вася изменил Маше. Изменил означает быть с другим человеком, быть с другой девушкой или с другим парнем. Когда у тебя уже есть парень или девушка. То есть у Васи была Маша, но Вася пошел к Лене. Да, к Лене. О, нет, не к Ленину, а к Лене. Вот. То есть Вася изменил Маше с Леной. Вася, ты мне изменил! С кем ты мне изменил? Кто она? С кем ты мне изменил? Я изменил тебе с Леной. Все, Вася, я не хочу быть с тобой. Я тебя бросаю. Итак, вау. Номер 7. Бросать. Бросать, да? В прямом смысле бросать означает... Итак. Бросать. Пластик, да, пластик. Итак, я бросил кружку. Но мы можем бросить человека. Это означает, что вы заканчиваете с ним отношения. Мы можем сказать бросить. Маша бросила Васю. Или мы можем сказать Маша порвала с Васей, да? Так, я не знаю, могу ли я вам показать слово, глагол рвать. Окей, давайте покажу. Вау! Итак, я хочу порвать эту салфетку. Порвать и бросить. Но порвать с кем-то означает прекратить отношения, да, бросить, порвать. Или слово номер 9 — расстаться. Маша рассталась с Васей. Или Вася расстался с Машей. Да. Вот так, друзья. В комментариях напишите мне одно или два предложения, используя одно или несколько этих слов, окей? Обязательно сразу практикуйтесь, хорошо? Я буду ждать, я помогу вам, я вас откорректирую. И все, до новых встреч в следующем видео, которое выйдет очень-очень скоро. Пока-пока, друзья!